Всем привет, друзья, с вами Арлекин, и на моем канале вы сможете найти множество образовательного контента по данной игре «Земля туманов», и большую часть контента будет снимать игрок Борис. Он является одним из сильнейших игроков в данной игре. Он недавно сделал свой обзор замка, видео будет в подсказке и по ссылке в описании. Вы обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылочка на нее будет в описании. Тут будут выходить новые бонус-коды, полезная информация по игре, и вы всегда можете задать вопросы по игре «Земля туманов», свой вопрос, и получить на него ответ. И не забывайте подписываться на наш YouTube канал. А если вы уже нажали кнопочку подписаться, то приятного вам просмотра в данном видеоролике. Всем привет! В этом видео я на примере покажу, как нужно атаковать Титана. В первую очередь мы разбираем ненужные самоцветы на здоровье, на оборону, все это разбираем и качаем, соответственно, атаку. Разбираем все самоцветы и прокачиваем атаку. Далее мы открываем наши облики и активируем на атаку кавалерии, так как часть похода будет состоять из кавалерии. Проверяем все рамка. Рамка здесь вот облик замка, который дает атаку войск плюс 1%, оставляем его. Остальные облики не дают таких бонусов к атаке. Далее мы сбрасываем таланты и качаем все на войну. Здесь по ошибке 5 на баланс поставил, просто чтобы быстрее скорость похода была. Но все полностью качайте на войну и нижнюю ветку для войск дальнего боя. И кавалерия. Лимит в походе. Далее качаем верхнюю ветку дальним боем. Лимит в походе, атака пехоты, здоровье пехоты, лечение раненых. И немножечко остается на атаку кавалерии, скорость в походе. Вот здесь вот опять же дальний бой, здоровье дальнего боя. И все. Далее, прокачав полностью всю ветку с приоритетом на дальний бой, мы проверяем наш дирижабль. У меня все вкачано на атаку, пушка и на вместимый дирижабль в первую очередь. Далее мы активируем бонус к атаке 50%, к обороне, сразу же для КВК, и активируем ярость. Активируем повышенный лимит войск в походе и лимит, который мне дали 50%, мне дали за первое место в подготовке к КВК. Сейчас я занял снова первое место без какого-то доната, потому что в целом королевство слабое против нас, и мне дали опять 200 сундучков вообще на халяву, просто потому что я прокачал два самых сильных самоцвета. Далее мы редактируем отряд, увеличиваем лимит, теперь у меня лимит 303 тысячи, очень большой, из-за этого прибавки 50%. Как вы видите, я поставил приоритет на дальний бой, так как его прокачал сильнее всего, я атакую героями на дальний бой. Далее по Мехаконгу будет отдельное видео через несколько дней. Здесь просто я докачиваю его до максимального уровня вообще возможного. И здесь улучшаю также. По талантам, пока третье ядро не открыто, третий талант нужно качать вот это вот ядро прилива до второго уровня. Поэтому оставляем текущие значения и начинаем бить Титана. Здесь я проверяю, что пока дополнительного фрагмента этого агресса я не могу. Я все открыл, и здесь его больше нету. Только завтра дадут 4 части, поэтому покупать мы не будем. Ничего нет. Мы начинаем сейчас атаковать Титана. Используем телепорт Альянса. Лидер наш телепортировался, и мы, не тратя продвинутый телепорт, используем телепорт Альянса и начинаем атаковать Титана, так как до КВК остается меньше минуты. Выбираем наш поход сохраненный и атакуем 300 тысячами войск Т-10 Титана. Сейчас мы посмотрим, какой будет урон. Я ожидаю исторических значений. В прошлый раз было 38 миллионов. Я занимал также первое место. А сейчас, смотрите, я на втором месте уже после 7 атак. Вот сейчас 8-я атака, я, возможно, уже буду первым. Да, вот я с 8 атак уже на первом месте, делаю последнюю атаку и проверяем общее количество нанесенного урона. Как могли видеть, я проверил дирижабль, я перекачал самоцветы на атаку, я активировал ярость, атаку, бонус к атаке. Видите? 51 миллион. Девушка на втором месте, я даже вот сейчас сделаю скриншот, девушка на втором месте потратила на игру 25 тысяч долларов, минимум, ну, по моим подсчетам. Девушка на третьем месте, точнее, какая девушка, она уже это бабушка, она потратила из пенсии на игру в районе 12 тысяч долларов. Вы можете видеть, что какое у меня значение урона, 51 миллион. На 10 миллионов разница, это огромная разница. Все, теперь мы вступаем телепортируемся на территорию чужого королевства. И будем атаковать их трон.
Итак, я созываю мега-кооперацию на трон. Выбираю сохраненную, ну, немножко меняю здесь, оставляю приоритет дальний бой. Чуть-чуть убираю, добавляю пехоту как живой щит, кавалерию немножечко. Ну, вот так, в такой пропорции оставляем 2 героя на дальний бой. В целом прошу всех участников Альянса отправлять войска дальнего боя. Все, активировано мега-кооперация, начинаем поход на трон. Но сейчас для большинства игроков глубокая ночь, 2-3 часа ночи, поэтому они будут онлайн только вот в первые 20 минут этой КВК. Вот, я сказал, что я нахожусь рядом с Северной башней. Вот они сразу же начинают отправлять подкрепление в трон. Трон занял сильный их игрок, 32 уровень. Моя ошибка здесь в том, что я сейчас вот забыл, видите, активировать самоцветы на оборону, на здоровье, и, похоже, при атаке на трон сохранилась моя статистика без этих самоцветов, а только с самоцветами на атаку. Поэтому я сейчас активирую, обратно поставлю все самоцветы. И мы посмотрим эту атаку на трон. Но, скорее всего, не получится победить, потому что здесь стоят сильные герои. У них 2 звезды в созвездиях. Герой 80 уровня, я такой герой 65 уровня. И в целом, я посмотрел, этот игрок, уверенный 32 уровень, донатер, то есть у него все в лаборатории прокачано, у меня же нет. У меня только прокачан дальний бой. Чисто для титана и для ворот. Так что мы сейчас устанавливаем все самоцветы и посмотрим, к чему приведет эта атака на трон. У меня накопилось 6 звезд для того, чтобы немножечко улучшить героя по созвездиям, добавить им атаку. Вот, плюс 1%. Все, увеличили. Давайте посмотрим, кто вступил в наш ралли, нашу кооперацию. Вот, да, сильнейшие игроки, они онлайн. Не все, конечно. Видите, только 8 человек. Приоритет вот войска дальнего боя, 1 320 000. Мы попробуем выбить этого сильного игрока оттуда, чисто дальним боем, но у него внутри артиллерия, которая будет использована как живой щит, и пехота. То есть эта атака очень рискованная, такого игрока нужно брать, нужно атаковать с 2 походами одновременно, то есть 2 кооперации создавать. Видите, люди пишут в чате, где вообще все, ребята. Не хватает игроков. У него внутри больше 2 миллионов человек, 2 миллионов солдат. Вот мы атакуем, получается, 1 600 000, да, против 2 миллионов. С такими сильными героями, то есть вероятность сейчас проиграть очень высокая. Люди уже обеспокоены, то есть внутри 2,2 миллиона, и это просто вот человек атакует там плитки, веселится. Но у нас ситуация такая, что вот лимит войск в походе у этого игрока прокачан лучше. Также 32-й замок, и в лаборатории это все улучшено. Я еще не успел прокачать лимит войск в походе. У меня пока где-то 1060 меньше в сумме войск. Этот человек также активировал 50% к атаке, и видно, что активировал лимит войск. Итак, 10 секунд до нашей атаки на их трон. В целом, как можете видеть, всего лишь 1 600 000 атакует 2 миллиона. Так, да, минус 30 миллионов к мощи. Остались здесь войска, давайте посмотрим, сколько. 22% осталось. Как можете видеть, мы убили также огромное количество их войск. 1 100 000. Но у них 144 000 артиллерии как живой щит, и пехота также живой щит. И видите, остались войска дальнего боя. По поводу статистики, статистика в целом лучше. Игрок сильнее, чем я. Наш самый сильный игрок, я обычно трон не атакую, наш самый сильный игрок просто сейчас в отпуске с детьми на природе. Так что вот эта атака, можно взять трон только с 2 одновременно кооперациями, с разницей в несколько секунд. Да, тогда мы можем взять трон. Именно соло нет. И, как можете видеть, сейчас 3-4 утра для игроков моего альянса, и много людей оффлайн, не в сети, много сильных. Поэтому... Ладно, мы заработали очки, ничего. Мы убедились в том, что нужно качать созвездие. И нужно активировать вот эти вот таланты героя. Мой косяк в том, что я их не активировал сразу же. Потому что было мало времени, поспешил. И также самоцветы, эти показатели, мои показатели, они не поменялись с прокачкой самоцветов. То есть нужно было в первую очередь самоцветы все улучшить на оборону, на здоровье, и потом уже атаковать трон. Статистика заряжала и зарешали герои. Вы можете видеть. Значит, 2 героя 80 уровня, и у 2 героев 2 звезды прокачаны созвездия. Это очень важно. Атаковать трон нужно героем 80 уровня желательно и с 2 звездами минимум. То есть 3 звезды вообще идеально. Здесь грамотная атака, грамотно была построена оборона. Давайте посмотрим отчет. Видите, у них 144 000 пушек, которые приняли на себя весь урон, и пехота приняла на себя весь урон. У нас было больше всего именно войск на дистанцию, потому что герои для стрелков, и мы вот использовали как раз-таки стрелков. Давайте рассмотрим показатели статистики. Во-первых, вот из-за прокачанных героев у нее атака героя почти в 3 раза сильнее.
Атака моих войск выше. Здоровье героя у меня выше. Атака войск стрелков у меня выше. Потому что я в основном качаю именно стрелков. Вот, видите? Все по стрелкам у меня везде все выше. Но в целом у нее прокачка грамотная на оборону, она более равномерная. То есть я использую те же самые здесь вот очки, что и на Титана. То есть полностью вкачано именно дальний бой. Ветка с дальним боем полностью вкачана. Остальное в последнюю очередь. Так вот, рассматривая сегодняшний КВК, сегодня было, значит, здесь вот в этой атаке мы в целом потеряли, где-то каждый потерял 160-150 тысяч Т-10. Видите, у нее лимит выше, у нее здесь 2 миллиона войск внутри. Мой поход не все заполнили, какая-то активность небольшая, поэтому еще тоже послужило. Ну, видите, здесь у меня высший процент извлечения раненых, поэтому в целом мы потеряли не так много, вот видите. То есть вылечили много солдат, и не такая сильная потеря. И также у меня лучше прокачанный вот Атлант, и он нанес гораздо больше урона, чем вот у этого донатера. У него меньшего уровня. Вот, по поводу второй атаки, вот на мою башню напал также их сильный игрок. Здесь ситуация другая. Я активировал таланты героя, кроме всех бонусов. Видите, здесь смотрите, какой урон от этого домашнего животного Атланта. Давайте посмотрим здесь. Статистика немножко прокачалась из того, что я активировал все таланты героя. Так что в целом здесь вот все четко. Мы вообще почти ничего не потеряли. То есть где-то 80 тысяч из почти 1 900 000. Здесь они не использовали как раз таки артиллерию. Как вы можете видеть, в первую очередь урон на себя поднимает пехота, потом артиллерия, остальные войска. Здесь мы ничего не потеряли. В целом такое КВК, не хочется больше рисковать. Мы приняли решение не атаковать трон опять. Так что, хотя в целом здесь войска слабые внутри, то есть Т-10, Т-9. Т-10 немножечко, в основном Т-8, Т-7. Но просто не хочется опять терять войска, уже потеряно было много. В целом, по КВК сегодня такое вот скучное. Но нужно играть с умом. В прошлый раз было потрачено много денег, было куплено 3000 часов ускорения тренировки. И, ну, это каждый так сделал, каждый из активных игроков. И тем более мы сейчас пытаемся забрать чужую корону. Мы постоянно выигрываем подготовительную фазу и постоянно телепортируемся в чужое королевство и пытаемся вот именно выбить их корону. Конечно, они тратят много денег на то, чтобы защитить, как в прошлый КВК. И зачем опять вот сейчас убивать своих солдат? Нет смысла. Ну, мы попробовали, вот статистику посмотрели, да, грамотная оборона очень. Постоянно они дополняют, вот видите, постоянно отправляют войска в трон. Так что мы приняли решение сегодня не атаковать. Всем большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.